Ну что, пришло время рассказать вам о том, как прошла третья фаза и поделиться впечатлением от буткемпа в целом. Время летит быстро и все когда-нибудь заканчивается. Казалось бы, почти 3 месяца– большой срок. Тем более, когда день в кампусе длится так долго. Но в конце концов и он проходит, оставляя тебя с новыми вызовами и задачами, которые еще предстоит преодолеть. Привет, меня зовут Денис, я разработчик и на этом канале рассказываю, как я учусь и развиваюсь, куда двигаюсь, что люблю и что считаю важным. Подписывайтесь, если интересно двигать вместе со мной, ну а я начинаю. Это будет мой последний ролик про Эльбрус. Остался всего один, проект надо закончить, так что потерпите еще немножко. Итак, третья фаза. К ней мы приходим уже как разработчики, умеющие поднимать свой сервер на Express, подключать базу данных, связывать таблицы с моделями выбранной ORM-ки, писать свои API для работы с ними, равно как и работать со сторонними API других сервисов. Мы умеем писать веб-приложения с генерацией страниц на стороне сервера, регистрировать и авторизовывать пользователей с помощью GVT-токенов, хэшировать пароли и создавать роутинг с учетом статуса пользователя в нашем приложении. Мы знаем основы безопасности веб-приложений, умеем манипулировать с данными через CRUD операции, стараемся проектировать свои API по REST, не всегда получается, но мы стараемся. Мы умеем снижать нагрузку на сервер, применяя концепции AJAX через асинхронное обращение к нему, то есть обновлять контент на странице, не перезагружая ее полностью. И даже почти не боимся проектов, требующих создания 10 связанных друг с другом таблиц в базе данных. На фронте мы умеем структурировать наше React-приложение, декомпозировать страницу, разбивать ее на функциональные компоненты, связывать их на одной странице и пользоваться 3-5 самыми нужными хуками в React. Все это варится в нашей голове уже 6 недель, начиная с первой фазы. Позади несколько проектов разной степени сложности и 2 тяжелых пройденных экзамена. Но времени на рефлексию ни у кого нет, и впереди самая сложная фаза, третья. И сложная она не потому, что нас ждет какие-то невероятные концепции, которые сложно уложить в голове, а из-за того, что интенсивность преподавания и подачи материала нарастает. Раньше на первой и второй фазе нам давалось 2,5 недели для того, чтобы весь объем знаний уложить, после которых у нас проходил экзамен. Здесь все нужно сделать за 1,5, а голова уже отчаянно требует хотя бы недельки отдыха. Мы завидуем тем потокам, на которых выпадали майские каникулы и новогодние. Вот у них как раз была эта неделя, но это не наш случай. Третья фаза самая интенсивная. Она, в отличие от всех остальных, основной объем материала дает в первые 1,5 недели. Потом последний экзамен, за которым следует еще 1,5 недели на выпускной проект. Для сравнения, все прочие фазы длились по 2,5 недели до экзамена, и даже это казалось нам too much. Основная задача третьей фазы – разобраться с рендерингом на клиентской стороне. Все предыдущие недели мы генерировали страницы на стороне сервера, передавая клиенту по запросу уже готовую, отрендеренную и гидрированную страницу. Теперь же нам нужно разобраться со знакомыми концепциями, роутингом, авторизацией, регистрацией чисто на стороне клиента, оставляя на сервере только эндпоинты для взаимодействия с базами данных. На этом этапе есть то, что в принципе вполне понятно. Мы уже не раз делали там авторизацию и роутинг, поднимали сервер и настраивали взаимодействие с ним через API. Но и сложности, типа интерцепторов в Axios запросах и более сложной структурой организации проекта. Тут мы начинаем использовать сторонний и удобный state manager Redux, который позволяет нам попрощаться с пропс-дриллингом, когда нам приходилось пробрасывать какую-то нужную, глубоко вложенную компоненту переменную для того, чтобы она там использовалась. Это помогло сделать код на React лаконичнее, а взаимодействие с данными, которые требуются нашим компонентам, удобными, структурированными и понятными. Особенно с плагином для Chrome, который помогает видеть все эти сущности, которые мы поместили в Store. Еще мы переходим на другой сборщик, с веб-пака на вид. Разбираемся с контейнеризацией с помощью Docker и деплоем нашего приложения на практике. При этом вся работа на фронте у нас теперь только на TypeScript. Мы учимся типизировать переменные, аргументы и возвращаемые функциями значения и объекты, которые приходят к нам с нашего бэка. Стараемся писать безопасный код, выполняя все требования линтера относительно типов. Это не просто потому, что мы работаем не только с созданными нами сущностями, но и с теми, которые были нами импортированы из разных библиотек React и не только.
Но в целом, в конце концов, наши труды вознаграждаются. TypeScript, конечно, добавляет объема коду, даже если ты стараешься выносить в отдельный компонент описание типов. Но нормально типизированный код дает приятное ощущение уверенности. Он как будто сам себя пишет, то есть удобно обращаться к свойствам объектов, и ты всегда видишь подсказки IDE, а если их нет, то сразу понимаешь, что что-то идет не так, а где-то ты ошибся в типизации. На все это у нас 1,5 недели, после которых идет финальный экзамен. Экзамен для меня оказался самым сложным. И сложность не в объеме кода, который требуется написать. Мы писали гораздо больше, когда сдавали экзамен по 4 часа на первой и на второй фазе. Сложность в том, что тебе нужно написать всего 5-10 строчек кода. Но без подсказок, без гугла, без доступа к своим собственным наработкам, а в лайфкодинге, сидя рядом с преподавателем. Тебе дается сломанное приложение, там сломана какая-то часть, там авторизация, регистрация, добавление или удаление или редактирование элементов, нет какого-то слайса в редаксе, или там, не знаю, какой-то синхронной операции к доступу к базе данных на сервере. И тебе нужно на выбор преподавателя починить несколько таких частей. Кажется просто, но многие из нас, в том числе и я, привыкли полагаться на свои заготовки. Их было много, к ним всегда можно было обращаться, у меня они хорошо структурированы, и в том числе и на экзаменах я с удовольствием ими пользовался. А здесь нет. Здесь нужно было в лайфкодинге за 15 минут, сидя рядом с преподавателем, как на реальных собеседованиях. Есть, правда, один плюс. Это сломанное приложение тебе дают за день на предэкзамене. Там сломано примерно все, и есть пара десятков мест, которые требуют исправления. Умные программисты могут просто изучить приложение, посмотреть, как исправить ошибки и спокойно вспомнить все на экзамене, но это не про меня. Я сделал все задачки до экзамена и выучил каждую просто наизусть. Я стягивал репозиторий снова и снова, чинил приложение, потом стягивал еще раз, чинил опять. Мне хватило на 10 таких подходов, плюс еще парочку рано утром в день экзамена в кампусе, куда я пришел на 2 часа раньше обычного. В это время я встретил там своих коллег, которые, казалось, вообще не уезжали оттуда, сидели там весь вчерашний вечер и всю ночь. К счастью, сдали почти все. 5 минут на лайфкодинг, пару теоретических вопросов о работе, там десятка реакторских хуков и несколько часов ожидания, и все, ты свободен. Пиши свой проект и освобождай место для новых страдальцев. Финальный проект для меня был очень важен, и я рад, что за него проголосовали, и у меня появилась возможность сделать шаги для того, чтобы превратить его в реально работающее приложение. Это проект от преподавателей Высшей школы экономики, школы дизайна. Они хотели создать маленькую образовательную платформу, на которой выкладывать материалы и лекции по теории моды и смежным направлениям. У них был дизайн в Figma, что для нас, как разработчиков, очень удобно, но не было финансовой возможности на реализацию всего функционала. Я очень хотел сделать этот проект и довести его до практического использования. У нас сформировалась классная команда из ребят, с которыми я очень хотел поработать и с которыми мне было очень комфортно. Ваня, Катя, я вам очень благодарен за атмосферу, собранность и результат, который мы в итоге показали. Проект еще далек от завершения, потому что нам нужно проработать вопросы безопасности, подключить эквайринг и сделать грамотный деплой. Но я его доделаю и потом вам обязательно похвастаюсь. Сейчас начинается самое сложное. Хоть я и понимаю концепции, которые мы изучали в кампусе, но мне нужно какое-то время, чтобы свести все в кучу и доучить то, на что у меня энергии не хватило во время обучения. Сейчас я этим активно занимаюсь, ищу ребят, которые помогут мне устранить пробелы, допилить проект, довести его до деплоя, и чтобы я комфортно себя чувствовал в тех концепциях, которые я там применяю. Плюс мне еще интересно изучить Angular на будущее, потому что думаю, что это перспективный инструмент для больших и масштабных проектов. И мне еще нравится Go для реализации микросервисной архитектуры, поэтому тоже смотрю в ту сторону. Но об этом позже. Пока подписывайтесь, пишите свои комментарии и давайте вместе двигаться к цели маленькими шагами каждый день. Keep coding и до встречи!